Всем привет, с вами Дэн, и сегодня Атавак, новинка. Был на их фабрике, делал детальное видео, ультрасовременное производство и модели, и давайте знакомиться. Эта модель обещает быть самой продвинутой, крутой и технологичной из того, что они уже делали. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь в комплекте. Значит, буклетики. Здесь гарантийная карточка. Джонни Дэнг, их основатель, кстати, владелец и еще и дизайнер всех моделей. Ну и вот у нас такой буклет про конкретно эту модель на английском языке и на китайском. Отлично. Так, дальше. Ну тут уже такое премиальная упаковочка. Они поменяли упаковку. Мне нравится. Очень красиво. Ой. И еще такой чехольчик дорожный, кстати, пригодится, если что, в хозяйстве. Ну и вот. Manta X эта модель называется. Давайте скорее открывать и смотреть. Тут как у памов. Ну такая резиновая нашлепочка. О, да. Так, сейчас я сниму пленки и дальше буду рассказывать про этот шедевр. Да, часы прям космические. Но вот они, наверное, вышли на новый уровень в плане дизайна, отображения времени. И это впечатляет. Это впечатляет. Ну, давайте по характеристикам сначала. Космические часы, конечно, но про характеристики важно поговорить. Значит, что касается механизма, то здесь модуль разработки Атавак на базе механизма Sellita SW200. Сам по себе дополнительный модуль это 50 частей, и точность часов, они донастраивают их, точность механизма плюс-минус 7 секунд в сутки, то есть практически уровень COSC. Сам по себе корпус, вот только корпус, это 135 разных механических операций по отделке. Титан 5 уровня. Все такое трехмерное, объемное и очень футуристичное. Но не ущерб, кстати, возможности носки на запястье. Сейчас посмотрим более детально про это. Но давайте еще про характеристики. Суперлюминова здесь, причем не обычная суперлюминова, она на покрытии светится более 8 часов. Насколько я знаю, такой мировой рекорд, наверное. Напишите, если кто-то что-то подобное делает. И как заявляет Атавак, когда они делали подсветку, то вдохновлялись такой подводной морской жизнью. Ну, если вы смотрели разные фильмы про морскую подводную жизнь, знаете, что там есть определенные такие необычные свечения, есть всякие жители, которые иногда светятся, да, поэтому вот это очень интересный момент. Ну, а вообще в целом Manta X, да, это скат Manta. Один, наверное, из самых таких загадочных в плане внешности подводных обитателей. Скат прекрасный, огромный, с объемным таким крыльями, размахом. Если видели вживую, конечно, незабываемое зрелище. Здесь стекло сапфир. 8 миллиметров у него высота над корпусом. Он объемный. Здесь у нас как такой, да, космический корабль. И вот здесь такое стекло объемная. Кстати, сразу незаметно, как будто бы плоская, а вот так смотришь, объемно, да, и там часть механизма уже видна. 8 мм. Антиблик здесь 6-слойный, ну, с учетом того, что очень высокое стекло, понятно, что определенные блики есть, особенно когда искусственный свет. Заднее стекло тоже сапфировое такое окошко на 2,5 мм толщиной, тоже сапфир здесь. Ну и в целом, если говорить, вот такое здесь сочетание нескольких материалов, то есть корпус это титан, дальше идет огромное количество рубиновых камней в механизме, также используется карбон здесь активно и алюминий. Ну и как вы понимаете, в целом это у нас система блуждающего часа, когда час перемещается по циферблату. Причем он выполнен, кстати, первая в мире блуждающий час на 180 градусов. Система блуждающего часа гексапризма 180 градусов здесь. Да? И они также заявляют о том, что имеется определенная технологическая такая аэродинамическая оптимизация, которая позволяет сократить сопротивление воздуха на 18%. То есть это как раз для того, чтобы легче был механизм в движении и дольше мог, собственно,
двигаться, да, работать механизм, больше запас хода, потому что, сами понимаете, сложная здесь система индикации. Каждый поворот метки осуществляется на 60 градусов. И вот такой поворот метки, он как раз-таки и имитирует взмах крыльев ската манта. Ну, как всегда, наверное, у Атавак такая биомеханическая поэзия. Ну и как раз заводную головку мы отодвигаем, и вот она, биомеханическая поэзия. Это, конечно, потрясающе, да? У нас двигается час. Час начинает указывать здесь 6, 0,5, 6,10, 6,15, 6,20. Они... Ой, какая красота! Слушайте, ну да, да. Это уже фантастика. Знаете, сейчас чувствую себя таким ребенком, которому какую-то необычную новую игрушку подарили, и вот он так смотрит, и вау, как это все прикольно перемещается. И главное, что это такое все объемное. И мы еще, конечно же, посмотрим, как в темноте светится. Но давайте дальше по характеристикам. Значит, вращение колес здесь 13-минутное, и допуск пружин меньше, чем 0,003 мм, то есть 0,003 мм допуск. Обалденно, да? И, естественно, работа бесшумная, без трения. Я сейчас вот покрутил, хотя это ускоренное, да, получается, когда пальцем, но очень мягко все идет. И всего при производстве корпуса и циферблата 420 операций на станках. Что касается цены, то $3799 на официальном сайте. Как вы понимаете, если мы сравниваем с чем-то швейцарским, то это просто в разы дешевле делают в Атавак, а при этом технологично и очень интересно по индикации. Изготовление 21-25 дней, в основном все на заказ производится, ну, потому что здесь штучное, по сути дела, производство очень сложное. Можно делать, заказывать кастомизацию сразу. Ну и что касается размеров, то здесь давайте и посмотрим. Это немаловажный момент, потому что часто такие часы бывают достаточно крупные, и на запястье смотрятся не очень аккуратно. Ну давайте здесь 42. У нас самая толстая часть корпуса, если хотите. Высота, вот давайте без стекла посмотрим, что получается. 13 с как раз таким стеклом, 16,5 я намерил. От ушка до ушка здесь 49,2. И ремешок, ну здесь понятно, что кастомные ремешки в толстой части 25,8. Дальше он сужается к бакле до 19,5. Ну, как будто бы не такие большие размеры, с учетом того, что ушки здесь, по сути это дело, и отсутствуют. Да, слушайте, мое запястье 18,5, как раз таки, можно сказать, по мне. Да, я думаю, на 18 они еще сядут, а так лучше запястье покрупнее. Но, впрочем, для подобного плана моделей, для вот таких вот технологичных часов, в принципе, вы можете на любое запястье их надевать. Главное, чтобы вам это нравилось, вам было комфортно. Ремешок, кстати, очень мягкий, очень удобный, прям облегает хорошо. Нравится, как он носится. Слушайте, класс, тканевый ремешок в базе супер. Но я вам, конечно, сейчас покажу еще один ремешок, который можно взять отдельно. Это удобно. И вот так заводной головки нет, она наверху, поэтому при носке ничего нигде не будет мешаться. Слушайте, классно тогда. Ой, прям как технологично смотрится эта модель. Шик, просто шик. Все внимание на индикацию, и корпус здесь такой очень интересный. Но при этом, знаете, он нигде не будет не цепляться, не выступать, так что можно и под свитер даже носить. Да, здесь грани, он именно граненый такой, да, но все достаточно сглажено и все очень аккуратно. Но, Конечно, по качеству Атавак, как всегда, супер-супер, невероятно круто. Это потрясает, это потрясает. Ну, знаете, тут прям вот чувствуется, бабло чувствуется, да, за что платим. И качество, и, собственно, индикация. Дальше. Вот этот калибр они называют АК-07БА, 38 часов запас хода. То есть, несмотря на вот эту всю надстройку, они сохранили селитовский запас, что, кстати, отлично. 30 метров водозащита. Ну, понятно, с такими часами никуда в бассейн не пойдете. И это надо быть совсем идиотом. Так что 30 метров окей.
Циферблат здесь алюминиевый сплав плюс кованое углеродное волокно. Ну и нейлоновый ремешок с нижней частью он кожаный, естественно, кастомный. Либо фирменный, либо на заказ. Кстати, посмотрите, вот эта технологичная бакля, это прям произведение искусства. На винтах. Шик. Объемная здесь такая гравировка от Авак. Ой. Ой, красота. Ну, давайте, ладно. Вес посмотрим. Титан. Интересно, сколько это будет по весу. Ха-ха, 88 с небольшим. Круто. С учетом размера корпуса вообще, я бы даже сказал, немного. Ну, говорил я вам про ремешочек. И вот дополнительно можно вот такой ремешок взять. Кстати, всего две модели разных цветов. Вот есть такая с синим, есть, по-моему, с бордовым еще. Здесь как раз есть инструмент для замены ремешка. И, собственно, ремешок из ската. Ремешок из ската сам по себе супер качественный, но ремешки из ската, если они хорошие, качественные, они стоят дорого. Здесь дополнительно можно взять за $390 такой ремень. И посмотрите, ну тут сразу в люкс идет, уже по-другому воспринимается, переливается он такой, более гламурные часы вдруг становятся. Я, честно говоря, думаю, что все-таки мне нравится, да, ремешок шикарный, потрясающего качества, но я думаю, что мне здесь больше нравится вот то, что в базе идет тканевый ремень, он вот к этой стилистике высокой технологичности, да, здесь нотки подводного мира, но тем не менее как-то вот он лучше, на мой взгляд, сочетается. Может быть, потому что матовый все-таки, да, черный ремешок больше внимания переводит именно на циферблат. Напишите, как вам. Я думаю, что, конечно, на ремешке скате он будет под стать дорогому этому корпусу и в целом дорогим часам. Но на мой взгляд, вот так вот. Ну и вот, на глубине, или когда наступает ночь, все уже по-другому. Здесь уже, да, внеземная такая индикация. Ой, красиво, а? Гениально. Гениально. Ну, что хочу сказать в заключение. Атавак, конечно, уже много раз показывал свое мастерство, свои инновации, свои возможности, при том, что цены весьма и весьма адекватные по мировым меркам на подобные часы, на подобные продукты, на подобные идеи. Конечно, потрясающая реализация, просто превосходное качество исполнения, это мировой топ-класс. Здесь все на высочайшем уровне. По сути дела, ручная работа по сборке, да, ну понятно, что основные операции делаются на станках высокотехнологичных, но вы такое сейчас и не сделаете с такими допусками вручную по старинке где-нибудь, да, там в подвальчике, что называется. Нет, здесь фабричное, супертехнологичное передовое производство и передовые идеи. Еще и дизайн мне нравится, то есть здесь в совокупности все вместе, наверное, на высоте в этой модели, в этих часах. Напишите, как вам эти часы, что еще из такого необычного показать на канале. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.